Всем привет! Ну, сегодня об ультратонких трубочках, прям совсем тончайших. Вот кто подписан на мой второй канал, где я говорю о плетении и не только, о жизни там, о всем, знают, что я собралась плести сумочки, рюкзачки на вот такой пластиковой основе. Это пластиковая канва для вышивки. Я заказывала вот такие вот готовые заготовки. Но почему-то пришли они меньше, чем я ожидала. И клеточка здесь очень маленькая. Клеточка 3 миллиметра, 3,1, вот так 3,2. Поэтому передо мной стала задача накрутить вот совсем тончайших трубочек, чтобы они сюда проходили. Теперь, значит, что еще жаловаться сейчас буду. Ой, у нас в городе появились проблемы с бумагой. Моя любимая кондопога пропала почему-то из магазинов. Я не знаю, с чем это связано. То ли на нее цену поднимут, то ли все кинулись плести. Ну, опять же, те, кто смотрит мой второй канал, знают и видят, где я живу, что я живу без магазинов, где всего одна улица, магазина нет, и в город я выезжаю раз в неделю. Может, я просто тупо не попадаю, не знаю. Но в моем обозрении, в моем поле зрения 3 магазина, так как время от электрички до электрички у меня ограничено. Да, ссылочка на мой второй канал в описании. Время ограничено до электричек, поэтому я успеваю забежать только в 3 канцелярских магазина. Значит, что? Нашла вот такую бумагу. Это Ульяновский дом печати. Короче, я вам скажу, не особо. Вот я ее уже беру не первую пачку, потому что та хорошая бумага пропала уже давно. И она мне очень часто попадает, сорвется по короткой стороне. Формата 3 у меня найти невозможно, не говоря уже о рулонах или о каких-то больших мотках. А я же сейчас все никак я полку не закончу, эту большую-то агробару. В общем, замучилась я крутить вот эти маленькие трубочки для большой вещи. Купила я вот такую бумагу. Я не знаю, чья она. Туринск, Свердловская область. Но она белая. Если эта бумага серая сама по себе, то это она белая, прям кипельно-белая, чистая. И я решила почему-то на сумочке с нее крутить. Но, начав это делать, я поняла, что это не получится. Она не ложится, она раскручивается, потому как она толще. Она немножечко плотнее, чем вот такая серая бумага. Поэтому, хотя я посчитала, что вот если красить трубочки... Кстати, трубочки я буду красить красителями от яиц, пищевыми красителями обычными. И я вот подумала, что на сильно белой бумаге, да, краска будет очень хорошо ляжет и будет ярко выражена. Но не получается у меня с нее накрутить. Поэтому я начала полку ей крутить, хотя рвется она так, как надо. Сейчас я вам... Ну, единственное, вот что, да, у меня теперь полка получилась разноцветная. Где серая бумага и где белая бумага, очень видно. Хотя раствор красящий один, но очень-очень видно. Сейчас я вам покажу попозже. Так, значит, ультратонкие трубочки. Я купила спицы. Было написано, что это 1,3. Она вот гнется, все. Такая очень-очень тонкая. Но я глубоко сомневаюсь. Мне кажется, что она миллиметровая. И вот путем проб и ошибок я решила, что
полоса у меня будет 3,5 сантиметра. Если сделать уже совсем тоньше полосу, она просто-напросто не скручивается, она раскручивается. Поэтому 3,5, ну и более-менее она входит в эти клеточки. Сейчас, значит, покажу. Есть одна хитрость тут при скрутке таких трубочек. Если крутить вот так на весу руками, не получается. Она как-то не так ложится, спица не туда едет, и трубочка получается у основания тоньше, чем вот здесь на скрутке она получается какая-то толстая. Это если на руках крутить на весу. Вот если мы будем крутить на столе, да, вот кто-то мне посоветовал кусочек линолеума взять. Спасибо вам за совет, очень прекрасно. И вот так я ее прям сильно-сильно уплотняю. Прям в натяжку. Прям совсем в натяжку. И вот спицу я сейчас не сначала скрутки буду вытаскивать, а именно с этого конца. Потому что если я вот начинаю вытаскивать отсюда, есть риск, что она раскрутится. А когда я вот здесь, где мы склеиваем, начинаю вытаскивать, она как бы уплотняется. И она уже не раскрутится. И они очень тоненькие. Прям, ну вот, да. Вот здесь 3 миллиметра клеточка. Вот она входит прекрасно. И входит, и выходит. Знаете этот мультик, да? Как его там? Ну, понимаете, да, что она никакая не обработанная, ничего. И вот оно будет ложиться отлично. И будет все закрывать, прикрывать. И вот поэтому, если вы собрались плести на основе на пластиковой, здесь нужно подбирать под вашу клеточку, под ячейку. Обязательно путем проб и ошибок надо подобрать размер спицы, полосы, чтобы трубочка свободно входила и чтобы она не была плотной внутри. Чтобы она внутри была полая. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. А сейчас я вам покажу, чего у меня теперь с полкой с моей творится. Ну, видите, да? Вот это серая бумага, а это белая. Красящий состав один. Но из-за того, что бумага разная, вот так получается. Ну, я ее, конечно, уже заканчиваю. Если честно, она меня уже достала. Что-то я кручу трубочки. Они всегда заканчиваются. Но я немножко сделала вот так ей. Этот переход такой плавный. Там вот это сверху будет она вся из серой бумаги. Тут отделение идет смешанное, а тут уже пойдет все белое. Ну, короче, дурдом. Ой. Вот такие дела происходят у меня. Обязательно увидимся. Будем красить трубочки пищевыми красителями. Я взяла оранжевый и синий. Хочу сделать нежно-нежно-голубой цвет, чтобы был. А вот по счету оранжевого не знаю. Наверное, буду делать двух цветов. Насыщенней и, как сказать, и не очень, да? Короче, вы все увидите. Обязательно. Все, до следующего видео. Всем вам рада была видеть. Напишите мне уже что-нибудь.